Приветствую всех, кто есть сейчас на стриме, может быть, или тех, кто в записи, когда-то этот стрим может будет смотреть. Заканчиваем DLC к Assassin's Creed. Теперь точно, по-любому. Разве что какие-то еще форс-мажоры, но не планируется. Так что, надеюсь, сегодня все получится. Сегодня будут титры, сегодня это DLC закончится. И Assassin's Creed этот полностью на канале тоже. По крайней мере, когда может опять какой-то DLC выйдет, хотя вроде не планируется тоже, насколько я слышал. Никаких больше DLC к этой игре. Так что планируется, да. Прощание с ней, титры, все дела. Привет, странник. Привет и привет, рад тебя видеть. Извини еще раз, что я до сих пор так и не пожаловал на твои стримы. Вот я уже сколько раз планировал, честное слово. И уже собирался, но каждый раз вот то одна фигня, то другая фигня. Все никак не попадаю. Это обидно даже самому уже. Честное слово. Так, я тут как и хотел вне стрима чуточку побегал, всякую рутину там прошерстил, чтобы на стриме не сидеть тупо и время не терять. Это, я уверен, никто бы не смотрел эту мою просто беганину туда-сюда обратно. Так что я всю рутину, все такое неинтересное вне стрима сделал. На стрим оставил только вот последние цели для одного из заданий. Это вот эти вот две. Остались последние, чтобы вот этот злодей нам открылся. Точнее, он нам уже был открыт, просто там надо было вот этих всех его дружков поубивать, чтобы он стал нам более легкий в бою, скажем так. Вот, и еще вот эта цель у нас оставалась. Но там буквально вот последний квест, и она будет. И финальная подружка, и все, и будет финал. Так что вот так что. Мне стримы я всех этих целей повыслеживал, поубивал, остались только две последние. Это вот одна тут и одна вот тут. Я как раз вот сейчас иду к этой. Начнем с этих двоих и потом вот сюда на квест. Там будет вторая цель. С ней разберемся, потом вот сюда третья цель, с ней разберемся, и все, и можно идти на финал. Такие вот планы, такие вот дела. Ничего страшного, планировал сегодня стрим, но что-то настроения не было, то утром. Настроения не было, то утром плохо стало, живот болел. Поэтому я в университете сегодня не был тоже. Понятненько. Но обещаю, рано или поздно момент наступит, когда я к тебе все-таки пожалуй. Не знаю, что ты там будешь стримить в тот момент, но рано или поздно это точно случится. У меня прям такая ситуация, как с Оливкой, которая ко мне на стриме тоже пытается все попасть, все пытается и пытается, но каждый раз у нее так случается, что когда я стримлю, она либо на работе, либо еще какие-то дела у нее. И тоже все никак и никак не попадает ко мне, чтобы полноценно посидеть на стриме. И вот у меня такая ситуация с тобой получается. Так, сейчас быстро разберемся с этими двумя последними целями и дальше, и будем идти.
Давай сюда. Камон, камон, камон. Один есть. Остался последний. Он как раз у нас тут по пути будет к вот этой цели. Поэтому я и оставил это на стрим, чтобы тут как раз по пути идти к этому сюжетному квесту. Починил игру Ratchet of Clank Rift. Да, помню. Я говорил, что она у меня вылетела. Кажется, помню, да. Говорил. На английском ютубе нашел решение. Надо было покопаться в настройках графики, и все, игра больше не летает. Как я тебя понимаю, вот у меня буквально вчера на Dying Light похожая ситуация была. Просто игра зависала на черном экране и вылетала, и все. И что хочешь делай. Потом просто оказалось, что надо было выключить эти мои фильтры с программы Nvidia, которые непонятно почему мне все руинили. Я там говорил тоже, что у меня в какой-то игре когда-то уже была эта фигня, так не застреваем. Уже была когда-то такая фигня в какой-то игре, и вот в этой игре получается такая же была. Отключил и все. Больше никаких вылетов. Ой, нет, сюда не надо мне идти, а то опять я там застряну в этих дебрях. Решение как выложил на своем канале. Это ты молодец. Может пригодиться, у кого будет такая же фигня. Раз ты говоришь, что только на англоязычном ютубе нашел. А от местных не было никакого подобного решения, то тем более может пригодиться, думаю. Так, вот последний. Ага. Этот более жирный какой-то, походу. Может переключиться на другого героя. Сейчас попробуем. Он даже не услышал. Ну да, он покруче будет. Неплохо. Ну, думаю, она справится.
Или нет. Вот так вот. Вот и все. Вот и до свидос. Последняя цель убита. Задание выполнено. Все, можно будет потом идти на вот этот квест. Все прислужники кончились. Капец, их было много. Там Эдди сам за себя. Бугага. Теперь никто ему не поможет. Так, ну сначала я по пути вот сюда хотел заглянуть. Тоже сюжетный квест. О, да, мои любимые вот эти багулины. Ну все, застряли. Она как бы скатывается, но все, ни левее, ни правее. Все, до свидос. Зашибись. Я когда-то встречал уже подобный баг. То еще зрелище. Привет, Саша. Привет, привет. Ты как всегда вовремя. То на вылеты в Dying Light, то тут на баг сразу наткнулся, как только зашел. Опять заново бежать тогда. Плохо. Лошадь паркурная. Пока я вне стрима еще бегал, у нас тут уже зима наступила, кстати. Ранее. Я, по-моему, забыл на прошлом стриме еще рассказать, что тут времена года ранние и поздние еще есть. Ранняя зима, поздняя зима. То бишь, они тоже отличаются кое-как. Я вообще ненадолго, прям совсем. Сегодня с 9 утра до 7 вечера на всяких отлетлениях похорон был. Да, помню, ты говорил. Вообще не думал, что мне придется когда-либо кидать землю на гроб своего друга. 17 лет парнишки было. Такие ощущения ни с чем. Так, только не застревай опять. Ощущения ни с чем не сравнишь. Все, я на месте.
この奇妙な手がかりをつなぎ合わせた。聞かせてくれ。黒き面、小袖、それらは安平が乗っ取った神社での会合につながっておる。そこに奴の手の者が集まるはずだ。ならば淡路の民が毒される前にあの蛇を撃たねばならん。どうすればよい？お主が決めろ。私が姿を変えていこう。賢いやり方だ。誠のことを知る好機だな。頼むぞ。安平を必ず見つけ出さねば。よろしい。言ってよいぞ。周りの目につかぬ場所に安平をおびき寄せれば肝心なことを聞き出してから奴を撃てるかもしれん。ダメじゃ、もっと調べよう。あれが例の男じゃ。間違いない。あれが安平じゃ。目が物を言うておるぞ。よいか。Так так. なんだ。お頭様、他の者に聞かれぬ場所でお伝えせねばならぬことが。ここにいる者は皆が私と話したがっておる。なぜそなただけにそれを許さねばならぬ。まあ、ここの者らから値打ちある話を聞いてこれれば考えよう。あやつらの間を歩き、聞き耳を立ててまいれ。私に伝え漏らしておることがあるやもしれぬ。なるほど、腕試しにござりまするな。直ちに聞いてまいりましょう。盗まれぬようこの指図を隠して。あやつをつけよおい、お頭に。まあおい、お頭の気を引きたいんだろう。ならば力になってやってもよいぞ。う。いや、信用できんな。なるほど。じゃが知は力になる。ここは助け合うとしよう。噂には噂だ。話せることはないな。では行け。目と耳を使い、何か掴んだら戻ってこい。Но я все равно пока посмотрю стримчик. Возможно, усну под него. Очень сильно устал. Ну, очень высокая вероятность есть такого, да. Особенно если на стрим никто больше не пожалует, и мне общаться толком не с кем будет. И если еще и в игре ничего толком такого эпичного, важного происходить не будет, а просто вот беганина, разговоры и всякое такое, то очень может быть, что уснешь. Мы пока под прикрытием каким-то. 小吉噂は絶えぬが、その名が上がるときには必ず服部半蔵の影が。あやつだけにとどまらず、他にも多くの者が全てを知る安平さんを。し名を出すな。だがそのとおり、あの方の定めの時は近い。小吉にとっては遅すぎたよ。いいぞ。Так, а это что такое за значок? Мне сюда нельзя. Ты мне что-то говорил? Ты мне что-то шептал или вы между собой? Подозрительные личности.
Стрим сегодня, кстати, скорее всего, будет опять короткий, как и первый был. Где-то на час, полтора, два, наверное, максимум. Я на прошлом стриме там глянул, сколько мне примерно оставалось до конца. И решил прошлый стрим не делать прям намного больше, чем первый. Часов на 4, на 5. Решил оставить на еще один, на третий. У нас там не все равно больше часа где-то оставалось по сюжетке. Так что если действительно около часа все займет, なるほど。 как я смотрел, ну или может чуть больше, то где-то такой стрим и получится. Коротенький.ようまた来たか。何を聞いた？小吉という裏切り者がおった。服部半蔵と通じておったのじゃ。ああ、小吉か。いまいちパッとせんやつじゃった。よかろう。通湯という忍びが逃げたのを知っておるか。奴は今洲本におるらしい。これで五分じゃな。ありがたい。思いのほか楽じゃった。密偵だからといって仁義を持たぬわけではない。大抵の場合はな。ではこれでしまいじゃな。助かった。もし誰かに何か聞かれてもわしのことは言うでないぞ。安平のところへ戻って終わらせよう。 Ну, как я говорил, игра на самом деле так себе. А DLC вообще какая-то шляпа. Я вообще не понял сюжета. Нужно найти какое-то оружие, но плохая девушка не даст оружие. Но насколько я понял, учитывая, что я хоть немножко основной сюжет помню, то, что мы в конце основного сюжета поняли какую-то тайну, из-за которой мы догадывались, что наша мать нашей главной героини еще жива, и ее где-то надо искать, она куда-то пропала, или кто-то ее похитил. И вот в этом DLC мы ее нашли, ее похитила какая-то злая тетка, которая главная на этом острове, а еще она там... Наша мать еще главную и последнюю часть реликвии какой-то важной для ассасинов где-то спрятала, и нам надо найти эту последнюю часть, чтобы там собрать полный комплект, и что-то крутое там должно нам либо открыться, либо просто мы должны их куда-то спрятать от тамплиеров, вот этих вот. И чтобы эту последнюю реликвию достать, надо опять тут всех тамплиеров поубивать, надо что-то там сделать, что-то тут найти, что-то там достать. Опять вот эта вся рутина классическая для любого ассасина. Мать мы освободили, но скорее всего ее убьют в конце DLC, я прям уверен в этом. А в основной игре там... Мы там с некоторыми историческими личностями даже знакомились, японскими. Которых много кто, наверное, не знает, в том числе и я, но... Хоть каких-то знал. Привет, мафия. Давно тебя не было. Рад видеть. Мне, может, и чисто сюжетом там, или то, что тут ассасинов практически нет, это, конечно, для меня тоже не такой себе минус, но для меня самый большой плюс и то, в чем мне игра больше всего нравится, несмотря на любые другие минусы, это вот именно сеттингом Японии, природой, культурой, тем вот этим внешними пейзажами, вот оно для меня прям больше всего нравится. Я давным-давно ждал, когда выйдет игра в подобном стиле в этом регионе, и мне пофиг там на этого чернокожего самурая, на все остальные минусы, на сюжетку, на вот это вот все. Я, конечно, расстроился тоже, когда в начале все вот это вот вышло, и я впервые обо всем этом узнал, но плюсы для меня перебили минусы. Для меня вот Призрак Цусимы была просто великолепная игра, красивейшая, и это тоже в этом роде. Поэтому вот я еще и мечтаю Призрак Ютей когда-нибудь поиграть. Хотя, походу, ее на ПК действительно не выйдет, к сожалению. Либо надеяться, что реально когда-то выйдет, либо надеяться, что когда-то плойка у меня появится пятая. Не знаю, что из этого более вероятно. А, точно, тамплиеры. Какие тамплиеры в Японии? Само слово тамплиеры совершенно никак не относится к Японии, от слова совсем. Кто тут тамплиеры-то? Те, кто за Сёгана или против Сёгана? Ну,
типа всяких там португальцев, приплывших из Европы, которые хотят подмять под себя Японию, свои тут порядки навести, свои законы, свою религию. Что самое главное, навязчиво вот этот католицизм свой сюда притащили. И еще, кстати, я когда же играл основную игру, я еще параллельно там смотрел сериал Сёгун. Это тоже мне немножко добавило атмосферы, добавило интереса эту игру проходить. Там еще тоже все вот эти вот темы были очень параллельные, очень в тему как раз. Как бы это ни звучало. И это такой хороший, как для меня был моментик, чтобы когда что-то подобное играешь, еще что-то какое-то такое похожее смотреть, какой-то сериал или что-то типа этого, и прям и атмосферы лучше, и особенно если там период исторический какой-то схожий, и оно более-менее вместе как-то сходится, это вообще классно было. Когда Assassin's Creed Valhalla тоже играл, тоже там какие-то сериалы, что ли, или аниме про викингов смотрел, и тоже было довольно-таки в тему прикольно. あのお頭もどうやら年貢の納め時かもしれんぞ。どういう意味だ。お国様が織田の大男と伊良物に立ち向かったので、いいだろさ。あのお頭も。大慌て。それはこたびこそはついにお国様の怒りを買ってしまわれたようだ。それはもう知っておる。 Призрак Цусимы это топ-1 игра про Японию, лично я так считаю. Я полностью поддерживаю. Для меня это, не знаю, как про Японию, я про Японию не очень много игр играл, но именно для меня это самая красивейшая игра. Просто там природа, там когда просто бегаешь по полям, просто бегаешь на лошади по локациям. Такие красоты, просто офигеть. И вот эти лепестки, все эти ветра, все эти поля, вся эта зелень, все эти цвета, это просто вау. Топ-1 для меня тоже по красоте была игра. И поэтому Призрак Ютеи у меня еще больше желания появляется поиграть. Прям жаба иногда душит. まさかこれほど早く戻るとはな。 Она вроде как тоже вышла довольно-таки неплохой. 本来口を慎むべき Хотя 者 сюжет が там 何を漏らしていたのか ругали. 私に申してみよう。つゆが淡路のどこにおるか多くの者が話しております。噂によると隠れておるのはユラと。まことか。洲本という噂は聞き及んでいたが、ユラとは。そうか。確かに腑に落ちる。実に価値のある話じゃ。よかろう。目新しき話は聞けておらぬが、そなたはなかなか面白きやつよ。こちらへ参れ。しばしの時をそなたに使ってやろう。して伝えねばならぬこととは価値があるのであろうな。お頭様、こうしてお目にかかれるだけで技を学ぶ上で他に代え難き木と存じます。実は恐るべき男のことを耳にしました。我らに害なす者ゆえ始末せねばなりません。私の刃ならば直ちにそやつを撃って取れましょう。されど厄介なのはそやつの十数人の手下です。そうか。例えば眠り薬を使う手は考えたか。眠り薬。なるほど。相手の間合いに入る術はいくつもあるのですね。まだまだ学ばねば。私を見てよく学ぶがよい。お前か。これはそなたはまこと私を退屈させぬな。お前が淡路の密偵頭、金の工事十郎播磨守安平か。 Вот это у него длинное имя было. 母のように Язык сломаешь. 我らは親しかったのだ。あれほど強き女にはそうはお目にかかれぬ。手練手管を尽くしても解き伏せられぬ女もな。黙れ。これまでの手立てはどれも役に立たず、あらゆることを試さねばならなかった。それゆえ
野脇という化け物に委ねたこともあった。楽しげであったな。口先ばかり。所詮お前はその程度のものじゃ。虚言と姫事をちらつかせ、それらの影におるのは面に隠れたただの小心者に過ぎん。ならばそなたの母の面の下には何があろう。のう直江、忠義か。Такие были в Rise of the Ronin. Конфликт японцев и зарубежной культуры. Не помню, кто там, наверное, Англия, потому что в то время колонизаторы были Англия и Франция. Да, тоже что-то типа этого. Вот, кстати, да, в Rise of the Ronin я еще немножко играл на стриме, и Призрак Цусимы, и вроде это все игры про Японию, которые я играл. Ну, еще вне стримов когда-то там давно. Ниох какой-то. И все. Прям про Японию, про Японию. Не японские игры, а именно игры про Японию. Это важно. Больше таких вроде и не помню. Призрак Цусимы это прям Япония, Япония. В каком еще игре можно сидеть и писать хокку? Действительно. Не знаю таких. Луна светит в небе, лягушки слышны в пруду. Сру за деревом. Прям такие подробности. 献身じゃ。家族と建てた誓いへのな。お前はその二つを奪った。Второй есть. 安平が死に、国に一歩近づいたなら、こちらの隠れ家が暴かれる寸前だったと。じゃがこれで皆の身も幾分は安ら Вот ぐ。 это зима, вот это красота. Что это был скрытый клинок? Походу. Вау, 60-й юбилейный уровень. Так, нам остался последняя цель перед финальной. Так это что? Суми-э. Что за Суми-э? Еще значок вопроса какой-то один остался. Эти засады, как они мне надоели. На каждом шагу. А ты в Призрак Ютей, кстати, играл? Я помню, ты говорил, что у тебя или есть, или была пятая плойка. Но не помню, говорил ли ты, что играл или нет. Если да, то интересно мнение, сравнение с ней, раз тебе прям Цусима мега понравилась.純次郎は寂しがっておるじゃろうな。淡路の絵でも土産にするか。Так, и... наблюдать. Это что, Хокку? Только вспоминали про Хокку. Какой еще игре и что это оно? Только она ничего не говорит. Просто красивый пейзаж. Нет, она просто рисует. А я уже обрадовался. Но было похоже.
Пейзажи и вот эти рисунки, это уже бывало, я помню, в основной игре тоже, когда она там где-то вот так вот садилась и зарисовывала либо зверушек каких-то местных, либо просто какой-то пейзаж, водопад там и так далее. Так, теперь сюда наконец-то можно идти. Я не играл. Я вообще забросил плойку. Она у меня есть, но я ей не пользуюсь. Ага, понятно. Что-то такое я помню, да, ты говорил. А вообще, когда мы только познакомились, я помню, ты прям очень активно говорил, что играл в всякие ретро-игры, такие старенькие. А сейчас уже что, уже не играешь? Уже переключаешься на более такие большие игры? Там Kingdom Come играл, Wukong играл, этот, Crimson Desert. Или еще поигрываешь? Справедливости ради, я про призрак Ютей узнал вообще недавно. Да. Для меня это была одна из самых ожидаемых игр в прошлом году, когда она выходила. А потом ожидание, когда на ПК выйдет. Но теперь я поинтересовался, после того, как ты сказал, что говорили, что ее не будут выкатывать на ПК. И поинтересовался, и оказывается, походу, действительно не будут. И меня это, мягко говоря, огорчило. Опять начинаются, походу, вот эти периоды с эксклюзивами на постоянке. Как было с этим Bloodborne, который тоже до сих пор, по-моему, не вышел на ПК, и с остальными. Но остальные благо вышли, а эти все еще нет. これは直江殿。小夏、また会えてよかった。ここで何を？城の主を見張っております。留次か。さようで。中へ入って奴を片付けよう。お待ちを。今はここにおりませぬ。 Так, это я уже слышал, это я уже пробовал. Только теперь он будет там один. И я пойду туда за Яски, наверное. Так как это будет босс. Только вроде как в Японии больше не называют хокку. Это устаревшее слово. Вроде как называют хайку. Ну, я не шарю. Я из Цусимы еще привык это так назвать. И вот так закрепилось. Так вот, про скрытый клинок. Да Винчи Эцио рассказывал совершенно другое. Они переписывают свой лор клинка. Ой, этот с клинком это вообще Санта-Барбара какая-то у них. Забавно было видеть еще там то ли в Одиссее, то ли где. Этого, кто вообще придумал клинок. Какой-то там Перс или как его там. Не помню даже как звали. По-моему в Одиссее, в DLC, наверное, или в основной игре. Там, помню, даже был этот момент с персонажем, который вообще придумал этот скрытый клинок. Интересно, как они там все это завернули. Как они там это все рассказали. Я старые игры играл чисто для того, чтобы ностальгировать. И поиграть в старый Metal Gear. Чтобы поиграть потом в ремейк. Такой периодическое настроение было, да? Так, сейчас опять мы с этим боссом встретимся, только уже на наших условиях. 1 на 1, не как в прошлый раз. Ой, он всего лишь один. Ой, как грустно. Ой, как печально. Это я тоже уже слышал.
Давай сразу мордобой. Понятно, да. Я и забыл, что он любитель пованшотать. Мафия опять, как всегда, зашла, привет написала и исчезла. Ох уж эти мои любимые зрители, которые просто приветают и исчезают потом. これは小夏城の留地さよ中へお待ちを幾人か今や操されどトネジは Может, за Наоя попробовать? 支度はできでは早 У 速 него там все-таки кровотечение. Может, так будет даже получше, чем просто таранить и закликивать завязки. Да-да-да, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Guess not good 変わり А чё, у меня только 2 хилки? Блин, надо было подготовиться, или это мне специально тут так сделали? Усложнение. Нечестно. Ну да, конечно. О, да, за нее покруче, походу, будет. Правда, она быстро будет умирать, еще хилок нет. Но кровоток это имба в этой игре. Ну вот и все. Не знаю, то ли мне специально тут всего 2 хилки дают, то ли я не подготовился. Сейчас надо глянуть. А про Цусиму еще мне не очень понравилось, что ГГ по сюжету отказывается от пути самурая. Даже без выбора от игрока. Самурай для меня намного весомее, чем Синоби. Синоби не уважали в Японии. Мне тоже такое ощущение было, что как будто немножко там что-то вырезали. Как будто игра прям задумывалась как путь выбора между самураем, Синоби, там эти 2 иерархии. Прям как будто в конце надо было выбирать, кем ты станешь, по какому пути, по каким навыкам отдельным разным ты пойдешь. Ну, что-то как будто все свелось просто к одному выбору по Синоби и все. Да, мне надо просто припасами закупиться где-то. А то мне их нет. И тогда все будет окей. О, а вот и они, прекрасно. Не надо никуда ходить. これは小夏城さお待ち幾人か今されるでは安 Хотя игра же называется Призрак Цусимы. Не знаю. Мне тоже этот момент немножко был непонятен. Немножко не понравился. А в Ютей там вообще, я слышал, тупо классическая, блин, и опять за Ясуки сюда пошел. Проварганил выбор. Там вообще, по-моему, просто классический путь мести, как куча любых подобных игр. Просто всех поубивать, как в том же Ассасине. Дают тебе несколько целей и иди убивай всех их на протяжении всей игры. Просто месть, просто парочка злодеев. И просто там всякие бандиты, банды и так далее. В Цусиме там было поинтереснее. Вот эти монголы, вторжение, хан вот этот. Это было уже немножко другое, немножко интереснее для меня.
Плевать на сюжет в Ютее, в Цусиме он был позорный. Просто история призрака Цусиме — это банальное противостояние синих против красных. Если в Ютее можно отыгрывать самурая, самурая, то она лучше. Ну, я не знаю, как там. これは今歳のお待ち幾人 Корива, корива. 支度はできでは Так, все. Припасы есть. Заново играем. Надо собраться, надо побеждать. Вон. С 9 хилками я буду поспокойнее себя чувствовать. Ну, офигенное начало. 忠義を尽くした我が兵ら一人残らず黒の刃に倒れた。 Вот это ты за вертуху. Вертуху сделал. Так, много урона этот удар наносит. Не зря его поменял вне стрима. Ба, прям. Обнимашки. Ну блин. Все так хорошо шло. У Сими есть прокачка стоек, это по-самурайски довольно. Игру можно пройти без стелса полностью почти. Есть миссия, где нельзя попадаться, но именно сюжет не позволяет оставаться ГГ-самураем. Да-да-да. Я про то же. Да не перебивайте меня, блин. Про Неух опять-таки вспоминаю, там тоже были эти все стойки, как и вот в Цусиме как раз таки. Стойка ветра, стойка воды, стойка луны, что-то вот в этом роде. Припоминаю я. Я таки проходил Цусиму, и я ни разу не проходил игру по стелсу, если можно играть без стелса. Понятно. Я где-то первую половину проходил как раз вот в стиле самураев, помню. А уже на второй половине где там уже куча всяких новых вот этих ниндзяшных штук появляется, то уже как-то сам переключался уже на другой стиль. Ну а в DLC там тем более. Что ж опять начало такое классное. Да хорош! Камбухи, понимаешь? Господи.
Что это Dark Souls какой-то. Кунаями закидаю тебя. No. Вот, да, ты такой. Одной хилки не хватило. Ну, вначале там целую гору урона получил лишнего. Тайминги. Ты в итоге дядю убил или пощадил? Я 2 раза игру проходил. 1 раз, когда у меня только 4-я плойка появилась. 2-й раз на канале прошел. Перепрошел. И заодно еще DLC добавок. И оба раза я дядю щадил. Я не мог ни в первом прохождении, ни во втором дядю убивать. Хотя надо было, наверное, первый раз одну концовку увидеть, 2-й раз другую. Для разнообразия. Но я подумал, лучше на ютубе гляну, но не мог я его прям никак убивать. И все тут. А, он все отбивает, прекрасно. Урона 0. Опять обнимашь. Как ты задолбал ваншоты, честное слово. По сути, если быть true самураем, дядю надо убить, потому что ГГ лишил его чести воина. Я тоже пощадил дяди из дяди. Да и что, зря его спасали почти всю игру. Вот, да. Только для того, чтобы саму его прикончить, что ли? Вот именно. Полностью согласен. Так, мне уже этот босс надоел.
его эти вертухи, его бесконечные эти удары. Ненавижу в любой игре мобов, которые как вентиляторы просто бесконечно вот эти лупят без остановки, и энергии у них бесконечные. Ну, на плечах знаки тамплиера, как воровские звезды, ага, погоны. これはこなパゴーネお待ち行くに今さ支度はでは ゲノクニカ Дубль 10. Задолбал уже, честное слово, сколько можно. 100 лет, что ли, с тобой буду сидеть, целый стрим. Корева, корева. 支度はできで Уровень выше твоего. Но тем не менее его можно победить. По сюжетке уже надо бы победить, я бы даже сказал. Просто вот надо уклоняться момента чуть-чуть лучше, парочку раз, и все. И ловко. Офигенное начало опять. Твои дивизии. Сейчас буду бомбить уже чуть-чуть. Таких божественных попыток. Рука-лицо просто. У меня уже какие-то флешбеки из Силксонга, когда у меня все хуже и хуже становятся попытки. Неожиданно, что даже тут такая фигня началась. Ну, на то он какой-то типа финальный босс. Вряд ли та тетка была бы финальным боссом. Так что вот этот громила будет у нас типа финальным, прям таким вот боевым боссом. А тетка просто как финальный злодей, которого мы втихаря где-то скрытым клинком, наверное, убьем. Что-то у меня такое ощущение есть. Я не могу. Отвратительно.
Я же уклонился. Ну что за фигня? Сейчас реально буду бомбить уже. Он меня достал максимально. Эти РПГ штучки бесполезные. Помню сражение с боссами в третьей части. Скакать по деревьям по пути, по которому идут куча воинов, чтобы завалить генерала. И что-то такое. Сражение с боссом как отдельная небольшая история. Оно мне еще и выбрало не то, что я хотел. Эта фигня на геймпаде тоже иногда меня бесит. Выбираешь одно, а он как будто перескакивает на другое. Сейчас опять заново надо. Блин, игра долбаная. Все никак не хочет, чтобы я ее завершил. Всё оттягивает удовольствие проклятое. Не, ну за Яске тут хреново получится. Ну тут еще дольше колупать придется, чем за нее. Там хотя бы кровоток решает. Ну я ему вообще урон не наношу. Фигня. Яски еще и куда медленный, вообще нерасторопный. На нем я еще больше буду умирать. Тут просто объективно нечестный босс на арене. У него я видел ровно 2 атаки, которые можно блокировать. И этот нечестный удар по земле. Еще с этой волной, от которой, не знаю, надо за километр отбежать, чтобы она по тебе не попала. Или за спину ему прыгать, что ли. Была одна попытка, где мне чуть-чуть не хватало всего лишь. Сейчас опять начинается вот это вот. Все хуже и хуже. И даже в самом начале уже на первые удары попадаться начинаю. Ненавижу такое. Думал, сейчас 2 попыточки, и раз-раз, и с ним разберусь, и пойду на финал. Ну да, сейчас еще с этим хреном застряну на 100 лет. Внезапно. Вот опять. Это ваншот. Зашибись. Самое начало. Он как будто только больше урона начал мне наносить. Просто один удар, и все, мое хп улетело. Великолепно. До этого по пол хп сносил, а теперь все, начинаем пол хп сносить. Это что за усложнение начинается с каждой попыткой? Как будто бы. Too much. Собирался, блин, раз-раз, 1-2 попытки. На расслабоне. На тебе. Игра решила повыделываться. Еще на час с лишним затянуться. Может, я на него дымоухи делаю, они на него вообще работают? Ни черта не работает. Он зрячий, он в дыму все видит. Гениально. Это называется максимальная нечестность. Главное, пока происходит анимация ее уклонения от одного удара, он уже делает второй удар вот этой вертухой и добивает меня им.
Я не могу уклониться второй раз, потому что еще происходит анимация первого уворота, и меня вот это вымораживает, вот эта механика дебильная. Кто так делает? Я вот не раз заметил вот эти моменты с уклонениями. Особенно, когда он делает вот эти вот двойные, тройные вертухи свои. Надо просто от него бежать 支度 за はでき километр. Ну, хотя он будет за тобой крутиться вот так вот, когда он там тоже какой-то один удар просто через всю арену до меня летел. Отвратительный босс просто максимально. Надо прыгать в него просто. Понятно. Я вроде и до этого пытался. Это рандом, когда получается, когда нет. О, опять сработало. Когда по нему срабатывает кровоток, он как раз застанивается ненадолго. А вот этот раз не сработал. Козел. Просто козел. Возможно, есть какой-то алгоритм. После этой атаки от него можно отбежать заранее недалеко, чтобы он не юзанул рывок к тебе. 支度はできた。 下船の代わり Дубль 50. Я не могу с этих ваншотов дебильных. Главное, я же уже там ничего и прокачать не смогу, не поменять. И так все стоит на максимальных уровнях, вот этих, которые возможны у меня пока что. Прокачано вроде все. Хотя... Вряд ли это поможет, конечно. Но вдруг... Пара процентов урона.
これはこの白さお待ち行くに今され支度はでЧто ж, если серьезно, на целый час с ним застрянем или больше, это вообще будет кринж. Местная кармелита какая-то. Толстая, большая. С дубиной только. Это один и тот же удар. Вот этот один и тот же удар, я постоянно на него попадаюсь. И постоянно он как раз ваншотающий. Это уже надоедает, честное слово. Как видишь, когда он замахнулся и встал на колено, во время удара убегай. Ну, эта волна, это, конечно, да. Невероятно. Вот это еще и прыжки у него есть. Блин. Опять это туда. Ну ты смотри, опять миллион ударов. Ну ты издеваешься, что ли? Как же он меня уже бесит, я не могу. Достал, честное слово, блин. Ага, после того, как я почти жопу ставил на эту тактику, он поменял стиль боя и бьет по земле вообще рандомно. Он троллит. Я, блин, хочу его обматерить с ног до головы уже. Просто эти рандомные ваншотающие удары и вообще рандомный какой-то босс вообще дебильный максимально. Просто надеемся на рандом, что его удары как-то сложатся более для меня приятно и я не попадусь на них. Чисто от этого зависит победа, мне кажется. Тут изучай, не изучай его мувсет, запоминай его удары, просто рандом. Когда хочет, тогда то и делает.ここまでじゃ。
Не, ну это опять анимация была. Вроде прыгнул в него. Ну, ударился в него, в его модельку, и все. И происходила анимация ее падения, и как раз он меня добил в этот момент. Обожаю. Обожаю. Кстати, по первым впечатлениям, The Beast лучшая часть. Понятно, что ты не прошел еще вторую, но должен был уже сформировать хотя бы минимальное мнение. Я просто приобрел The Beast. Нету денег. И собираюсь поиграть. Нету денег. Приобрел, да? Ну, наверное, да. Наверное, пока что для меня лучше. 支度はできた。 Как и минимум, вот тем фактом, который я на прошлом стриме несколько раз говорил, что там удары по зомбакам просто офигенно ощущаются. Ну и не только для меня. Я много видел всяких обзоров на эту часть. И очень много ее хвалили, что она прям лучшая в серии. Там разработчики прям поработали над ошибками из прошлых частей. ゲスの代わり Хотя сюжет там тоже такой типичный. И злодей-доктор типичный. した我が兵ら一人残らず斧の刃に倒れた。 А, да? Он теперь почти вообще моментально этот удар наносит. И даже нет секунды на отскок. Тварь такая. Спамит, просто спамит своими ударами долгими. Ну ты посмотри на него. Просто 10 ударов в серии где-то. И все ваншотающие, наверное. Просто мерзость, босс. Я его проклинаю просто всеми фибрами души. Здравствуйте, Азель. Да, отзывы я сам почитал минимально. Говорят, что по сравнению с The Beast вторая часть полный мусор. У меня на стримах тоже, помню, заходили люди и говорили, что вторая часть такое себе. Это не мое мнение, я просто пересказал чужое. 支度はできた。で、 Своего пока нет. Играл только в первую. Дубль 100 тысячный. А, мы еще не попадаем способностями, гениально. Попытки все лучше и лучше, как будто. Заколебал уже. Да уж, я видел, что стрим начался, но дела не давали зайти. И вот сейчас освободился. Ну, ты зашел на такой себе момент, когда мы тут внезапно с этим боссом застряли. Долбаным этим рандомным. Думал,
Побыстречку с ним разберусь. Ну, конечно. Игра сказала фиг тебе. Сиди 2 часа возись с этим хреном. Этот мужик 100% глава всех тамплиеров и всей галактики. Ну это самый душный босс за всю игру. Я в основной игре ни с кем так долго не сидел. И в DLC тут тоже ни с кем так долго не возился. Это самый какой-то рандомный, самый душный, мерзотный босс. Хотите сделать душного босса под финал? Давайте просто каждой его атаки мы сделаем ваншот. Чтобы он каждой атакой умел ваншотать, а? Класс. А давайте еще дадим ему серии атак по 10 ударов, чтобы он каждой этой атакой мог тебя ваншотнуть. И попробуй тут бегай и уклоняйся от него теперь. Ненавижу разработчиков за это. Говорил я, стрим сегодня ненадолго, где-то на час, на полтора, на 2. Да-да-да. Пик тебе сказала мне игра. Как DLC пока что. Ну такое. Мягко говоря, такое. Как DLC к Horizon. Основная игра была чуть лучше. DLC такое себе. Я сейчас буду бомбить уже сильно. Не чуть-чуть, а уже сильно прям. Надо прям себе запомнить. В него надо кувыркаться на этом долбанном ударе. Через колено. А я постоянно в бок где-то ускакиваю, и поэтому меня ваншотает всегда. В него надо, в него, блин. Кусок каки жидкой. Вот этот босс кусок каки жидкой. Мягко говоря еще. Не, он своей волной меня везде достанет. Сзади, спереди и сбоку. Ну да, конечно. Ну хотя бы не ваншот. Но почти все хп это. Это все равно прекрасно. Ну реально начинается вот это вот мое классическое, с каждой попыткой все хуже. Мы прям уже в самом начале уже отъезжаем от первых же ударов. Там хотя бы почти до победы доходило. Больше половины хп ему сносило, теперь просто в начале на первый же удар. Ваншот и до свидос. О боже.
残らず斧の刃に倒れた。А какого фига ты не попадаешь еще этим ударом? Уже второй раз. Ну, обнимашки не удались. Я нажимал уклон. Она тупо стояла. Как растянуть DLC с сюжетом 3 часа на 10 часов? Да, давайте в конце поставим дебильного рандомного босса. Жирного, с миллионом хп, который ваншотает и который кружится, вертухи делает. これは今週さお待ち幾人今され支度はで Это я еще в основной игре почти всю карту зачищал, все доп-квесты делал, прокачивался максимально. У меня все равно уровень немножко ниже, чем у него. Это что, мне игра намекает, надо было прям все на 100% закрывать, чтобы уровень был такой же, чтобы хотя бы какие-то шансы были. Гениальные разработчики. Сейчас все брошу и буду 100 тысяч часов тратить, чтобы игру на 100% проходить. Чтобы чуть-чуть опыта заработать. Чтобы ХП было на пару единиц больше. Офигенная идея. Это жесть. Вот такие моменты я ненавижу, что сделали с Ассасином максимально. Вот этими вот уровнями, прокачками, процентами урона в навыках. Вот на 2-3 уровня выше враг, все, он теперь терминатор какой-то неубиваемый.
Вот вроде закончил свою атаку. Нет, он разворачивается и еще продолжает свои вертухи делать. Еще по этим анимациям дебильным тоже фиг поймешь. Когда начинается серия, когда заканчивается. Ubisoft не перестает радовать. Надо перетерпеть, и вот закончится DLC, все, и эта игра пойдет нафиг. В закрытые мои истории. これは直江白さお待ち行くに今され支度はでは Меня смешит, что Ubisoft посчитали, что добавить в их игры RPG-систему, которая устарела лет 10 назад, это имба. Столько игроков их проклинали за вот эти фиговины, которые они начали творить с Origin вроде как. Всю вот эту фигню. И я, кажется, присоединяюсь теперь максимально к ним. Вот не дай бог босс там на один уровень выше тебя, все, это все. И у тебя нет шансов. Ну, это дебилизм. Когда надо вот его миллион раз бить, закликивать, чтобы хоть что-то нанести. Тварь ты какая. Опять эти анимации. Меня либо ваншоты убивают, либо из-за этих дебильных анимаций все проигрывается, потому что происходит либо анимация хила, либо анимация уворота, либо еще какая-то анимация. А ему пофиг на мои анимации, он меня в любой момент убивает. Тут нет каких-то там секунд неуязвимостей, пока ты уворачиваешься. А тут вообще пофиг игре. こうなしお待ち行くにされ支度はできた。で Что будет, если идеально заблокировать синюю атаку? Парирование типа какое-то идеальное будет, но это рискни отпарировать идеально. Либо получи полбу еще одним ваншотом. Не надо обнимашек. Да я же нажал.
Господи, какой же он урод.これはお待ち幾に今やされ支度はでは Я уже в тильте каком-то. Еще анимация не скипается максимально. Каждый раз на эту рожу смотреть. Уже противно. うぬらはわざ Всем привет, вам нравится игра? В данный момент не очень. Зашибись! Опять этот сраный удар. Не знаю, может попробую сейчас за Яски опять потыкать его. Может так получится, я не знаю, блин. Я вряд ли, но вдруг. これは直江 Там я ему вообще урона не наносил за お него. 待ちを Он там броню вообще ему никак. では Носит. 安健さ 下船タフに代わりにな А он все так же урон получает, не меньше. Несмотря на то, что на нем целая гора брони, он все так же урон получает по пол хп. Офигенная логика Ubisoft. Только он медленнее намного, а урон получает столько же. Ну офигеть. Не, я за него не буду играть. Это просто гениальная логика. Куча брони на нем, но урон получается абсолютно такой же. Плюс он еще намного медленнее. И броню боссу вообще не сносит. Ну, на хотя бы кровоток нормальный урон наносит. Дай Гуталину в руки не палку, а длинную палку с лезвием в конце. Да, один фиг. こな証明しなお待ちを幾人今されど Ничего не поменяется абсолютно. Хотел спросить, я сейчас делаю игру шутер про Люксембург, который захватил всю Европу и воюет с остальными странами. В данный момент производство игры приостановилось, но так вот сюжет норм. Или надо менять? 伊賀者め Ну, как тебе сказать? ゲスなたとえ代わり Меня бесит этот удар больше всего. 一人残らずこの刃に倒れた От него просто нигде не уклонишься. Просто
рандомно как-то иногда получается. То ли баг, то ли что это происходит. Рандомно как-то. Не-не-не-не-не. Так, пошла серия гениальных комбух. Угу. Просто невероятно. А вопрос, как мне его тут вообще бить, если он вот на какой-то третьей стадии своей или что, просто не дает уже мне моментов. Заканчивает одну комбуху, начинает сразу другую комбуху. Просто вертится, как вентилятор. Ой-ой-ой-ой. То, что начиналось как с одной-двух пыточек быстренько, раз-раз и за финале DLC, сейчас растянется на 100 тысяч лет. У меня эта рожа уже в кошмарах будет сниться. Уже с самого начала отвратительная попытка. Две хилки никуда потратил. 3 хилки никуда потратил. Четыре. Растягиваем удовольствие. Привет, Артём. Сколько я уже вожусь? Почти 2 часа стрим идет. Невероятно. Yeah.
Хорошо хотя бы, когда она способности нажимает, то у нее какая-то доля неуязвимости появляется. Хоть какой-то плюс. Единственный. О боже.これはお待ち幾人か今されど支度はできではなぜ国代わりに忠義を尽くした我が兵ら一人残らず斧の刃に倒れた。手応えのないやつ。Уже бомбит. Полноценно. Не чуть-чуть. Уже сильно.これはお待ち幾人今され支度はではКстати, в игре можно сложность поменять на данный момент? Вот я задумался. Может, я сейчас себе сложность на минимальную поставлю и не буду париться. Или тут так нельзя уже? Не знаю, не знаю. Геймплей. Не вижу. А вот сложности, но сейчас недоступно. Окей, попробуем. Может, вне боя будет доступно. Ну или в главное меню выйду, если что. Я, блин, все. Я лучше себе минимальную сложность сделал и плевать мне на все остальное. Почему я только раньше до этого не додумался?
惨めな最後じゃ。Так, а сейчас... Сохранить сейчас недоступно. Какое в жопу сохранение? Что тебе еще, игра, не хватает? Хватит меня выбешивать во всех аспектах. Спасибо. Щадящий сюжет. Сюжет, все. Сложность боя. Перезагрузка долбаная. Ну. Я уже думал, сейчас еще и вылетим мне на радость, на максимум. Еще только этого, чтобы не хватало для полного счастья. Потом опять менять сложность, опять перезаходить. Чё я раньше до этого не додумался? Столько времени мог сэкономить. Действительно.お待ち幾に一され支度はでは国にしかわり刃に倒れた。不審どもを倒した。国の守りも薄くなったじゃん。では隠れ家に戻ろう。Ой. Теперь финальная тетка осталась.
Пошли. Реально, столько бы времени я сэкономил. Спасибо, что хоть вообще вспомнил об этой фигне. А то бы мы так вообще могли очень долго сидеть. Фигней страдать.国の腹心は死んだ。淡路のテンプル騎士団が3人減った。残るはあと1人。2人ともよくやった。じゃが神器はまだ取り戻せておらん。今はまだな。じゃが腹心の死はすぐに伝わる。そうなればいずれ反旗は翻される。淡路は未だ国に牛耳られており、夜叉一派の残党もおる。あやつを引きずり出すにはまだ足りん。小夏から足軽が借金を返すために畑仕事を強いられていると聞いた。年貢から解放してやるには国の凋落ぶりを見せてやることじゃ。民が立ち上がりあやつに抗うかもしれん。小さな火花も森を焼き払いうる。安平を殺す前、奴は眠り薬の話をしておったな。夜叉一派の食料にその手の薬を盛れば数を減らすことができるはずじゃ。年貢の払いが遅れておる村がある。あやつらはそこの食料を奪って持っていくはずじゃ。ならば眠り薬を手に入れよう。それで国の手下どもを弱らせられる。小夏は鉄砲の積み荷のことも申していた。破壊すれば大きな痛手となるはず。淡路の民を救い夜叉一派に打撃を与えることで国との対峙において我らのためとなるであろう。すべての手がかりを追うのじゃ。備えができたら戻ってこい。そうしたらあやつを引きずり出せるか見てみよう。Мой ответ будет короткий. Типа да. Все. Чтобы больше ничего из этого не обсуждать. よし、決まりじゃ。行こう。Не прям да, но и точно не нет. Скорее да, чем нет. Вот так вот. Вот так правильно будет. Скорее да, чем нет. Ой, опять миллион всяких дел. Да будьте снотворные. Поговорите с этой, поговорите с той. Опять растягивают эту долбаную концовку. Ну что ж ты будешь делать? Зато зима красивая. .あれがそのクスしか。眠り薬を持っとるはずじゃ。ん？お助けを。どうか私にクスしと話を。今はおられぬ。待っていても無駄じゃ。明日おいでなさい。そんな。父が病と痛みで伏せっておるのです。しかし何もしてやれぬ。何もせねば寝つけずに死んでしまう。あの薬なら効くやもしれぬ。ああ、助けになるのであればぜひそれを。その机の隅じゃ。持って行け。
眠り薬は手に入った。村へ行って食料に薬を盛るとし。Ай, ну это уже просто реально растягивание идет. Лёха, ты в записи хоть глянул эти самые стримы финальные по Силксонгу? Раз так просил, так ждал. Как мы Кармелиту били 100 тысяч лет, как финального босса били 100 тысяч лет, а потом на новом стриме за несколько попыток добили. Это были классные стримы, несмотря ни на что. И, к сожалению, после этих стримов огромная часть той аудитории, которая ходила на те стримы, уже, наверное, никогда не вернется. Ну, конечно, все очень глазастые, как всегда. Что еще? Прикол стрима в том, что ты можешь сам поговорить с автором и сделать свой вклад. Помнишь, когда ты был готов материть автора видео за слишком большие тупости? Ну так вот, на стримах ты можешь. Угу. А записи это будет то же самое, как ужасно смонтированное несколькочасовое видео. Ну, я не виноват, что у тебя только последних стримов не получалось возможности заходить. Так просил, так ждал. Даже в сообществе там что-то видел, ты выкладывал картинку какую-то. Впервые за столько времени кто-то туда что-то выклал. И так и не дождался. Как так-то? Ёшь, а то 1つじゃ。
Пиздец. Я пережду лучше. А то их сейчас там опять набежит сотни. Ну еще долго ты там будешь бродить. Душнило. 無駄にはせぬ。 Вы издеваетесь?よし、飯の後の昼寝ほど良いものはなかろう。礼を言ってほしいくらいじゃ。 Что там дальше? Ладно, я пойду. Мне надо делать презентацию по теме хищные млекопитающие. Когда закончу, посмотрю, как у вас дела. Удачи вам. Тебе удачи. Биология 8 класс. О, поздняя зима наступила. Могу что-нибудь заспойлерить тебе? Мне? В смысле? Что ты можешь мне поспойлерить? А, не мне. Привет, Игорь.ああ、よくぞ参られた。小夏、夜叉一派の力を削ぐ術の手がかりがあると安家から聞いた。さよう、間もなく国のもとに新たな鉄砲が届くよし。その鉄砲は今どこに？ここユラの軍港に。されどそうやすやすとは近づけぬゆえ、下手に手を出せば大変なこととなりましょう。分かった。任せておけ。まずは全ての鉄砲のありかを突き止めねば。 Финал близок? 破壊せんとすれば人目を Вроде да. Осталась финальная злодейка-тетка. 地下掃除。 Только перед этим мне надавали опять кучу мелких подготовок. Перед тем, как идти к этой самой тетке, как всегда. Игра растягивается на себя уже в который раз. Еще там с боссом одним сидели долго. Такая сложность не понизила, чтобы время не тратить.
А, уничтожьте. 気づかれたことじゃろ。О-оу. Красиво. Красиво. Невероятно. Вот и все. Еще один квест делали. Так, дальше. Последний. Я-то видео делать закончил, где боссы без урона. Сейчас кусок закончу монтировать и спать пойду. Заранее тогда спокойной ночи. Надеюсь, мы к тому времени уже успеем зафиналить. Если опять что-то не растянется тут. Вроде вот этот последний мини-квест, и мы идем на эту тетку. 情けはいらぬ。味方じゃ。年貢の件で力になりたい。追加の年貢を払えと言われておる。田畑を耕さねばならんのだ。借りを帳消しにしてやったら、共に国と戦ってくれるか。国だと？お主の敵も木村国か。静かに。策がある。我らと組むか。約束しよう。お主らに忠義を尽くすと。侍屋敷に帳簿がある。あれが消え去れば、わしの借金も一緒に消えてくれるんじゃがな。ではここで待て。終わったら戻る。Что ты стонешь мне тут?
Опять сюда, опять в резиденцию. Ну чё ж меня игра кидает туда-сюда, туда-сюда.振り返ってみれば誉れある無視家に収めてもらう借金を記した帳 Меня 簿は тошнит こ от こじゃな автоматов этих уже. ファミに潜み人 Почему? 目を避けねば Ладно, удачи вам, давай. Леха, и тебе удачи. Легендарный сундук. Невероятно. 向こうに何か新たな年貢には驚かされたな。島の半分が借金を負っておらんのが驚きじゃ。止めろ。帳簿は片付いた。あの足軽のところへ戻ろう。 Теперь вернитесь. Эти мои любимые классические квесты. Подай, принеси. Ходи, вернись. Туда-обратно. Ничего нового. Я только за торговые. Ну да, ну да. 戻ったか。国への借金は消えたぞ。あ、まことか。かたじけない。お主が先陣を切ってくれるなら国の奴らを打ち倒せるやもしれん。皆にも伝えておく。必ず手を貸してくれるはずじゃ。呼べば我らは答える。この恩には必ず報いよう。いいや、恩などではない。ただのよしみじゃ。これで国の守りは弱まった。Наконец-то. Все готово. Прошло 100 лет. Еще из пуколки какой-то стреляли. Да, было дело. У меня тоже. Помнится. Большая часть всего не пригодится. Ну, скорее всего. Редко, когда кому-то прям что-то пригождается, но иногда бывает и такое. Зачастую, да, зачастую ничего не пригождается. Ну как ничего? Не прям уж ничего. Большая часть. すべての手がかりを追い、国を引きずり出したな。
これで戦いが楽になった。支度ができたらば攻め入るとしよう。 Мы готовы. いけるぞ。よし、安家はそれがしも共に。復讐を始末してから淡路での国の力は弱まっておる。あやつに従うだけの民はもうおらぬ。国は岩屋城におると分かった。密偵によれば新たに兵を大勢集め守っておるそうじゃ。私が城に忍び込み国にふさわしき最後を与えてやる。国は城に神器を隠したの。何を置いてもお母はそれを手に入れんと。私ではあやつにかなわんと。国の相手は安家が。私はあやつに借りが。それがしはテンプル騎士団に。神器を守る、そう誓ったんじゃろ。よかろう。国は守りを固めておる。防壁を何とかせねば。どうやって防壁までたどり着く？面と小袖をまとい、万兵をすり抜ければいい。それで行こう。城内に味方がおる。そやつが防壁を燃やす道具のもとへ案内してくれる。火を合図とし攻め入る。それにより屯所が慌ただしくなれば、露殿への注意はそれよ。私は騒ぎに乗じて城へ忍び込み剣を探す。私が道を切り開き、安家が国を討ち取る。そしてお母は神器を手に入れる。獣の腹の内子。密偵頭は死んだのでは。 Финишная прямая. 噂に過ぎねそして今あの方の手下が現れたと。え。良い知らせだ。それとも不吉な兆しか。よくぞ参った。この装いで素性を隠せてはおるが、油断は禁物じゃ。いかにも国は見張りを3倍にするよう命じた。腹心なき今、本性を表したか。まずは防壁をどうにかせんと。いかにも防壁に火をつけるのにいいものがある。助かる。防壁が燃え上がったらここから逃げろ。急いでな。防壁を壊せるものを探さねば。我らはお国様に残された最後の守り。よいか、決して臆するな。何としても勝つのじゃ。防壁を壊すのに役立つものがあるはずじゃ。油か。Что у нас на голове? И не спрашивай. Скоро мы это все забудем, как страшный сон. 誰も来ておらぬ。守りを3倍に増やせと命じたはずじゃ。残る兵はこれが全てです。増援も鉄砲を持たずにどうやって戦えというのだ。火薬なしでどうやって鉄砲を撃てばよい。新しい物資が届く手はずであったのに。防壁を壊すのに使えるものがここにあるはずじゃ。防壁に火をつけるにはうってつけじゃ。あれか、防壁じゃ。これでよい。さあ安家、
お前の番じゃ。Это маскировка такая? Ну да, это мы внедрились типа в их вот это тайное общество. 防壁が崩 С れたぞ масками. Маскировка. Под прикрытием все дела. Сейчас опять на таран пойдем. На штурм. 今こそ進め刀を振るえ Э, 一体何事じゃ。Так, а может мне не надо отвлекаться на каждого моба, а просто бежать и бежать и бежать. С дороги. 全てでかかってきておる何人おるのだ国め兵を集めよったな天使で落ちようとするかよっ Как же их тут много. Слишком много. Если бы я на каждого отвлекался, то бы 100 лет я бы тут пробирался с кусень. Ага, встаньте инкогнито, конечно. Ё-моё, они что, все реально за мной побежали? Все сюда? Вы ж с ума сошли? А можно мне подкрепление? Мое. Не ваше, а мое подкрепление, а? Это слишком до хрена. Это мое подкрепление, надеюсь, идет. Вроде мое. Вот это рубило, вот это мочило. Можно меня не окружать только, пожалуйста. А то сейчас задушат опять. Это заново.
что, мы их всех уже убили? Опять одни враги остались. Невероятные союзники. Божественно. Вот это громило. Вот так вот. Не забываем про мою палку. Такую же, как у того босса было. Сейчас я тоже тут поразмахиваю. Только вам можно. Куда пошел? Конец.攻め進んでおるぞ。阻むものはあったか。こちらほどの数はおらぬようじゃ。煩わされることはあっても阻まれはせぬ。うまくいったな。鬼半蔵殿がおればしくじるはずがありますまい。直江、小袖はもう用済みであろう。装具を持って参ったぞ。助かる。それがしは国のところに行くが、半蔵殿には後方をお任せしても。お母の姿が見えぬ。もう神器のありかいの道を見つけたのじゃろうか。そうに違いあるまい。母上の戦いぶりは目を見張るほどだ。行け、母上を探せ。国はそれがしが引き受ける。夜叉一派の手勢は引き受けよう。決して邪魔はさせん。気をつけろ。後で会おう。国はテンプル騎士団の輩。これにその暴虐を終わらせる。Автор, ты тоже включайся в разговор. Забей на этот скучный сюжет. Да я бы с удовольствием. Но мы же рано или поздно должны эту фигню закончить. Чтобы еще на один стрим не растягивать. Так, лестницу сломали. Как вы мне предлагаете забираться? А, он все равно по ней сможет забраться. Ну тогда и зачем мы ее ломали? Нет, только не говорите, что еще один какой-то душный босс сейчас будет. А, это она есть. 戦い方は学んだはず。わらわは父の一番弟子じゃ。最高の弟子と呼ぶ者もおった。現在は誉れと共に果てた。お前にもそうさせることが我が役目。
わらわが父の敵討ちを望んでおると、騎士団の者らが殺され、わらわの位も上がった。礼を言わねばな。お前のためには何もしておらぬ。今の己を見るがよい。寄り添う者も何も残っておらぬ。お前には露がおるとでも？信長はお前に真を置き召し抱えたと思うておるのか？信長様は夢を見せてくださった。ああ、さようであった。あの男は民のため天下をつかまんと望んでおったようじゃな。ならばお前には何か大きな望みがあるとでも？己の欲の他に何があろうか、常に誰かが頂に立つのじゃ。なればそれがわらわでも良いであろう。終わらせてやろう。Но тут мне уже не дают выбора, за кого драться с ней. Только за него. Значит, придется за него. На крайний случай опять сложность просто понижу и все. И делов-то. せめて楽しませてみよう。何をしようと無駄じゃ。傷つけることはできぬ。我らについて調べが足りぬのではないか。Вот это на вертухе делай. А хилок мало, мало хилок. Понятно. Тогда я лучше не буду вообще запариваться и прям сходу заменю все и все. И с концами. То сейчас думал пару попыток сделать. Не, передумал. У меня тоже, кстати, было две истории. История Украины и всемирная история. Я так немножко встряну в ваш разговор, совсем чуточку. Совсем малость. Разговоры, разговоры. お前は姉妹じゃ。何をしようと無駄じゃ。Вот как хрупкая девушка так легко толкает вот эту тушу, а? Что она аж отскакивает в другой конец
комнаты и падает, のではないか как мешок. 傷つけることはできぬ Что это за логика сумасшедшая? В такой броне. Я не понимаю.してどんなわけがあってつゆの味方をする隠し刃の者にかつて命を救われたのだ。あやつらは狂信のと猛信に狂う者どもよ。大義に仕えたくば己自身に仕えよ。散々手を焼かされたわ。Как же он отлетает от ее ударов, как пушинка. Капец. Логика невероятная. Они решили в этом DLC из финальных боссов сделать реально Dark Souls какой-то или Sekiro. Чисто бои на каких-то парированиях, на каких-то сумасшедших таймингах надо все тут уворачиваться. Уже не Ассасин, а Dark Souls какой-то. В этом DLC. わらわは斧が運命を追って倒れるのじゃ。お前とは違ってな。お前の誉れある行いなど忘れられよう。お前は影に過ぎぬ。お母と神器を探さねば。 Так, еще регалии. Мать и регалия куда-то пропали. Типа эпилог какой-то. Последняя злодейка все. Еще какой-то типа эпилог остался, походу. Ой, какие мы все в крови. ここを通ったようじゃ。神器もまだ持っておるな。Да, Азель хорошо сказал прям. お母は間違いなくここを通る。 Не добавить, не убавить. なぜし お
форуме DLC Horizon, да, форум? Ну, зачем вы вспоминаете? 奴らを止めろ。神器を奪われてはならん。捕らえろ。哀れなやつ哀れなやつそして死をくれた Ну, сколько можно? Там дверь открыта? Нет, там дверь завалена была. Вроде бы. Я в окно. Я всегда в окно. すまぬ、直江。もっと私が。Я так понял по разговорам о Horizon, я не зря пропустил стрим или стримы по DLC Horizon. Ну, так же, как по этому вот. Что там DLC не очень, что тут DLC не очень. 強くなどなくともいいんじゃ。ただ私の母で追ってくれ。じゃが強さしか私にはなかった。母になる術を知らんからな。ならば共に学べばよかろう。母と娘になるべく共に日々鍛錬を積むんじゃ。ああ、そうじゃな。立派になったな、直江。お前は3つの神器を取り戻し、Драма. 私の過ちを正してくれた。 Семейная その драма. 己の力で。いや、己のみの力ではない。無事であったか。道すがらムクロを見たゆえ。我らは無事じゃ。お前は？国は倒したが、あやつの手勢は散ってしまった。この先も民を脅かすじゃろうな。いかにも何とかせねばならぬ。箱を大和の坂船石に戻し、他の箱と共に守らねば。陳願、加藤衆は動乱の世で神器を託された。じゃがその時代は終わろうとしておる。日の本を一つにまとめるには、それらをあるべき場所に戻してやらねば。神器を帝の手に返すのか。あるべきところへな。そうか。まずは何をする？すぐに神器を戻しに行こう。神器を守ることこそが何よりも大事じゃ。いかにも。その誉れある役目は直江、お主に任せよう。済んだら落ち合おう。終わらせてくる。 Там был мега-эпик. Финал мега-эпик. Босс-паркур, долгий доп-квест, в конце и повестка. Да, просто шедевр. Невероятный шедевр. Ну и драмы было слишком много. Мы все так плакали. Да вообще. Я не негодовал просто как не знаю что. Давно я так негодовал, как там. Это самая последняя миссия в Assassin's Creed Chronic. И Хроники Индия, вещь, которая никому не нужна, но она есть. Все так. Именно так. А еще там был персонаж Уолтер. Вообще-то главный злодей. Я уже давно потерял нить сюжета, но у нее капюшон в виде клюва орла Какуэцу.
И правильно, и не надо оно нам. Я уже сам в сюжет все меньше и меньше вникаю. Все чаще на вас отвлекаюсь. У вас там интереснее. 思ってもみなかった明日が訪れようとしておる。お前のおかげじゃ。さて、老いた忍びは何をしようか。そろそろ休む時じゃ。家に帰ろう。我らの家に。伊賀か？そうじゃな。木々の間から聞こえる正康の歌を聴きながら松の庭の手入れでもしよう。私もそのうち戻る。純次郎と安家にも会わんといかんし。お前の家族じゃな。あまり待たせるでないぞ。Титры. Конец. Дождались. Я запрещаю разработчикам эксплуатировать Яцу. Да, на святое запрещено посягать. Пусть только попробуют. Тем не менее, Эцу, я, по-моему, видел, они добавили... Точнее, дали разрешение добавить где-то в Fortnite или где еще какой-то такой подобной игре вроде бы. Это было то еще зрелище. 直江を解き伏せて御所に入れてもらえたか？袋に入れと言われた。そうであったか。仁義はあるべきところへ返した。これで終わりじゃ。じき日の本には平穏が訪れよう。じきにな。なすべきことはまだある。ああ、そうだな。ならば、取り掛かろう。 Уберите всех персонажей и покажите восход. Да, уберите все лишнее. Будет лучше, согласен. Вот это самый главный плюс игры. Просто красота. Красота природы, красота восходов, закатов. И в целом открытого мира. Все остальное уже так. 61 уровень. Последний. Для меня. Все, даже титров каких-то полноценных не будет. Просто катсцена, просто название игры и закат. И хватит с тебя. И правильно. Игра как всегда. А это что такое? На базе что-то появилось. Ну, не как в третьем Ассасине титры помню. Да, это было, конечно, да. Хотя там DLC мне тоже не понравилось, которая там про Вашингтона. Тоже фигня для меня была какая-то. Что-то часто такое, я смотрю, бывает, когда DLC в основной игре какую-то фигню делают. 英治は刀鍛冶じゃ。そうではない。技を磨くには信心が欠かせぬ。
兵士は鋼にこうなれと強いたりはせん。技を信じておるからこそ鋼が兵士の意に沿うのだ。 Ага. Идем делать доп-квесты с Уолтером. Никаких доп-квестов. あの純次郎というわらべ、まるで小さな密偵じゃん。誰にでも何でも話してしまう。 Разве что еще чуть-чуть разговорчиков и все.「前に安家が宗俊殿のことを剣聖と呼んでおりましたが、その称号はどこで？剣士は時に流派や領主の庇護を離れ、自らの技に全勢力をかけて各地を放浪する。そして剣が魂と分かちがたくなった時、剣士は流浪の旅から帰ってくる。その境地へ至った者こそ剣聖として称えられるのだ。さような達人として名を馳せるために人を殺めようとする者も多いでしょう。されど時が経てば名は重荷となる。人はわしを一様にしか見なくなった。決まった振る舞いを期待され、そこから外れぬことのみを望まれた。剣聖の名はわしを高めてはくれず、ただ重荷となるのみであった。今わしが望むはただ一つ、わからぬということを許されることだ。わしは答えなど持っておらぬ。 Эта драма мне уже вообще фиолетово. Какие-то просто малюсенькие разговорчики в нашем лагере. Спустя все DLC. Дай пройти, дед! Вообще офигел, что ли? Посмотрите, какая наглость. На, 聞いてもいいか？もちろん。なんじゃ？でも忙しいんだろ。邪魔はしとうない。どうした何事じゃ？ Ну, они, наверное, делают DLC специально для людей той культуры, про кого сделана игра. Вашингтон и регалии императора. Мы про это-то не шарим. А японцы, наверное, такие, это лучшее, что я видел за последние 20 лет. Ну, может быть. Следующий ассасин вроде про ведьму будет. Да, я что-то слышал, что в Германии, в каком-то там столетии, не помню каком, про вот этот вот период, где гонение ведьм было. Сжигание ведьм, вот это вот все в Германии. Звучит занятно. А вот что там будет? Посмотрим. Скорее всего, опять хрень. Жанна Дарк? Не, позже. Другие сожжения. Какие еще пейзажи, какие еще авадзии. Так, будем считать, что все на этом. Тоже какие-то доп-квесты после игры появляются, которые мне вообще не интересны и не нужны. А так, все у нас. Все больше по истории идем. Но мне это хоть немного в Ассасинах да нравится. То, что каждая игра, свои промежутки исторические, свои страны разные, свои там исторические персоны.
Например, тот же Синдикат, где мы там встречаем и того, и сего, и королеву, и того Чарльза Диккенса, и того Чарльза Дарвина, и этого какого-то еще там ученого, и Карла Маркса, и еще какого-то там. Вот это прикольные моменты для меня в любых ассасинах. Каких-то больше, каких-то меньше. Все. Что за анимус? А, понятно. Не-не-не. Все тогда. Официально объявляю, что DLC на этом все. Все разговорчики поразговаривали. Доп-квестов не будет. Ровно 3 часа, кстати, стрим шел. Могло быть где-то на час меньше, если бы я раньше вспомнил, что тут сложность можно понижать, и мы с этим боссом одним возились бы куда меньше. Было бы как раз по времени столько, сколько я планировал. Но тоже нормально. А она была в другой игре по ассасинам вроде. Да? Что-то не припоминаю почему-то. XVII век плюс-минус. Ну, что-то типа этого, скорее всего. Германия. Охота на ведьм. Вот это вот все. Про Германию еще не было ассасина вроде, кстати. Блин, как жаль, что тут нет раздражающих охотников за головами, которые приходят за тобой каждые 5 минут и бывает по нескольку. Да, я был бы так рад, если бы они были. Без них же так скучно. Так, эта флейта мне сейчас на уши будет давить, я лучше переключусь на другое. Вот так. Правда, в Ассасине была еще и реальность. Была. Ну да, но для кого-то эта реальность вообще была неинтересной. Для меня, наверное, тоже. По крайней мере, с тех пор, когда Дезмонда того самого и всех тех наших знакомых персонажей из реальности уже 100 лет как не видно, не слышно. Еще не знаю, в Синдикате каком-нибудь последний раз там было видно и слышно что-то от тех самых наших друзей из реальности. А потом уже все, какие-то новые клоуны появились, какие-то вообще неинтересные для меня моменты и персонажи там в этой реальности. И вообще реальность для меня уже стала какой-то не той, ненужной какой-то. А, кстати, в этом Shadows вообще реальности, по-моему, не было. Абсолютно. Какие-то там отрывки только разговоров. Немногие, и все. А вообще реальности никакой не было. Как в Origin или в Одиссее, там хоть чуть-чуть было, но такое себе. А тут вообще решили не запариваться, вообще вырезали эту ветку современностью, и правильно, и не нужна она нафиг. Лучше вообще без нее, чем какая-то фигня ненужная, бесполезная, отвратительная. Наконец-то. Да, наконец-то. А как же готовка с Уолтером? Не будет. Вам хватило вот драмы. Спасибо, хоть повестки не было в конце DLC, как в другом DLC, а то я бы опять бомбил. И на этом спасибо. Смерть Дезмонда, смерть реальности. Ну, типа да. С тех пор для меня все, уже реальность вообще стала какой-то неинтересной. До этого реальность чуть ли не интереснее самой игры для меня было моментами. Что там в реальности будет, что там Юнона там натворит, как она, что там, где там, куда там, что там Десмонд и бла-бла-бла. А теперь вообще пофиг на нее.
В этой части был выход из анимуса? Не, вот я уже ответил как раз. Тут вообще реальности не было. Никакой. Ни в начале игры ни как-то это не объяснили, что тут, как тут, кто мы, откуда мы. Ни в конце тем более. Вообще забили на это разработчики. Выход в реальность в Black Flag и в изгое норм был. Да, там это как после истории Дезмонда, немножко там еще рассказывалось, что там случилось, что там сделали с Дезмондом, с его трупом, собственно. Про Юнону там что-то еще вспоминали, и тоже было, да, неплохо. Ну и этих наших персонажей, Шон, Ребекка, тоже там можно было встретить. Это еще было норм, да. В Синдикате, там в Unity что-то вроде тоже было, но еще меньше прям, вообще чуточка. А дальше вот уже, как я сказал, вообще пошли куда-то не в ту сторону. Всякие загадки в штабе тамплиеров. Да. Я задолбался эти головоломки решать в изгое и в реальности. Ну и не без этого тоже, без проблемных, неприятных моментов. Вся игра это повестка. Есть такое. Есть такое. Посмотри на кто сяка. Ой, это вообще было, да. Когда впервые только анонс сделали игры, когда впервые вообще я узнал, про что она будет, кто главные герои, это было такое разочарование, такой шок для меня. Это вообще. Ай. Ну да ладно. Тем не менее, все это закончилось. Основная игра и DLC тоже. Теперь все это останется в закромах. Где-то там в записях у меня на стримах. Новых DLC вроде как не планируется на эту игру, и слава богу. Так что мы прощаемся с ней окончательно и навсегда. Я же вам всем тоже говорю. Всем пока, всем спокойной ночи, кто там идет спать. Всем спасибо, кто был. Так, еще раз музыку заново. И спасибо, да, всем, кто был, кто, может, молча смотрел стрим, а в чате ничего не писал. Всем, кто был в чате, активничал, отдельное спасибо. И ставил лайки тоже. Отдельное спасибо. И тем, кто в записи когда-то, может, будет его смотреть, этот стрим. Всем спасибо. Всем еще раз удачи. До следующих стримов по Dying Light. Будем теперь сосредотачиваться именно на нем. Всем до скорого, всем пока.